Всем привет! Вот, как видите, имею 4 смесителя, так сказать, краны для воды. Как видим, они все разные. Я теперь попробую их разобрать. Посмотрим, как они разбираются, с чего они состоят, какая у них конструкция, какая между ними разница, какие содержат металлы и в каком количестве. Я думаю, это будет интересно и мне, и вам. Ну что, погнали! Вот эти ручки практически на каждом смесителе сделаны из металла силумина. Металл силумин — это такой сплав, в который в состав входит алюминий, в который добавляется всякие кремнии. Например, бывает марганец, магний, цинк и так далее. Одним словом, не чистый алюминий и не латунь. Здесь латуни практически никогда не бывает. Дальше разбираем. Кручу верхнюю часть. Верхняя крышечка, так сказать, это пластик. А внутри здесь стоит вмонтированный вот такой флажок, при помощи которого открывается холодная или горячая вода. Флажок, как видим, пластиковый. Здесь все закисшее. Попробуем раскрутить, если получится. Это шайба, так сказать, гайка, латунь. Вот эта трубочка, это латунь. Вот как выглядит все внутри, как грязно. Очень часто вот в этом месте, где подключается к самому смесителю трубка, изнашиваются вот эти две резинки и начинает пропускать смеситель в воду. Вот эту гайку, так сказать, вот это кольцо прижимное, которым прижимается сам флажок, его уже открутить нереально. Просто теперь постучим молоточком и попробуем его вырвать силой. Молоточком постучали, и наше колечко, так сказать, само выпало. А это латунь. А вот сам флажок. Здесь внутри уже, как видим, пусто, ничего нету. Это вся часть, это латунь. Вот сам флажок, механизм, при помощи которого открывается и перекрывается вода. Давайте посмотрим, что внутри в данном механизме. Эта сеточка тоже латунь. Вот и все. Первый смеситель мы разобрали. Теперь будем разбирать следующий. Итак, вот у нас второй смеситель. Вот так он выглядит. И уже у данного смесителя сама трубка, носик, по которой подается вода, длиннее. Ручка также, форма у нее уже другая. И как видим, данная ручка уже крепится на флажок сверху при помощи болтика, а не так, как чаще всего вот в этом месте крепится сама ручка. Ну что, разбираем. Также ручка сделана из сплава силумина с добавкой марганцана, насколько понимаю. Верхняя, так скажем, крышка изготовлена из пластика. И как видим, на носик прикручен фильтр, такие сеточки при помощи вот такой трубочки с резьбой. Данная трубочка изготовлена из пластика. По виду и по конструкции, и по металлу можно рассудить, что данный смеситель китайского производства. Также данная гайка изготовлена из силумина. Сама трубка я шлифанул, уже это бронза, латунь. Сама прижимная гайка, к которой прижимается флажок, латунь или бронза. Вот сама серединка, главная часть смесителя. Сейчас я ее шлифану и посмотрим, с чего она изготовлена. Данного смесителя
середина, так сказать, сердце изготовлено из силумина. Это не бронза и не латунь. Вот сам флажок. Вот как он выглядит. Давайте также разберем. Как видите, в самом дешевом смесителе китайском даже нету здесь сеточки. Здесь сеточка всегда бывает, когда смесители подороже. Итак, разобрали второй смеситель. Ну что, разбираем третий. Итак, вот третий смеситель. Данный смеситель вот так выглядит. И этот смеситель используется в душевых кабинах. Ну что, разбираем. Фильтр. Данный фильтр изготовлен из пластика и латуни. Пластик. Также ручка изготовлена из силумина с добавкой, скорее всего, марганцана. Верхняя крышечка также изготовлена из пластика. Все закисшее. Ну, попробуем мы открутить. Эти гайки латунь. Хотя и закисшая, но гайка открутилась легко. Данная гайка также латунь. Вот сам флажок, корпус флажка, механизма, через который подается и регулируется подача воды. Обратите внимание, что сама ручка на флажке, точнее не ручка, кронштейн, к которому крепится ручка, металлический. Это латунь. Сам корпус тоже шлифанул, как видим, полностью корпус латунь. Вот и все. Теперь будем разбирать следующий. Так, вот наш четвертый смеситель, так сказать, кран. Данный смеситель очень старый, похожий на советский. Ну что, разбираем. Вот такая стояла трубочка. Данный смеситель используется в ванной, в душевой кабине. Данный смеситель можно использовать как просто кран, как смеситель, и плюс с душевой головкой. Откручиваться не хочет никак, поэтому мы прорежем вот так болгаркой, и тогда открутится намного легче. Здесь, судя по пыли, везде 100% латунь. Вот такой был, так сказать, краник. Перекрывал воду вот таким принципом. Здесь также идентичный. Ну и смотрим универсальный. В две стороны воду открывал, так сказать. А здесь, видите какой? Вот этим пальчиком хитренько так перекидывал заглушку то вверх, то вниз. Вот она стоит пластиковая. Вот и все.
И вот наш затвор был вот такой. Вверх-вниз закрывало, видите? Итак, вот окончательный результат. Вот как выглядят флажки в разобранном виде, механизмы. Вот какие конструкции, практически одинаковые, но немножко по размерам отличаются. Первый, второй, третий. Вот все наши смесители. Первый, второй, третий. Как видим, первый смеситель это все латунь, кроме самой ручки. Второй смеситель, сама трубка и гайка, только латунь, остальное все силумин. Ну и третий наш смеситель, все латунь, кроме ручки. Если смотреть по весу, то первый смеситель выглядел самый маленький, но вес у него примерно 250 грамм латуни, ну и естественно ручка силумин. Если смотреть второй смеситель, самый дешевый, китайский, то здесь латуни грамм 100, остальное все силумин, ну и это недорогой металл. Третий наш смеситель, практически можно сказать все латунь, кроме ручки. Ручка из силумина сделана. Здесь где-то латуни 500 грамм. Итак, вот окончательный результат нашего последнего смесителя. Это все резинопластик. Это изготовлено из магния. Вот это все латунь. Магний здесь грамм 200. Магний очень тяжелый. И латуни где-то полкилограмма здесь. Вы в данном видео узнали конструкцию данных смесителей. Как видите, она разная, но выполняет одну и ту же функцию. Изготавливается из разных металлов. Чем дороже смеситель, тем больше он нам прослужит, так как будет изготовлен из лучших металлов. Китайские смесители изготавливаются вообще из мусора, можно сказать. Поэтому они служат очень мало. А плохие смесители разобрать и рассортировать металлы, я считаю, это выгодно. Это лучше, чем выбросить в мусорку или в общий металлолом, так как здесь, рассортировавшие металлы, можно получить еще кое-какие деньги. Ну, как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.